Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я покажу, как приготовить домашнюю версию торта «Молочный ломтик». Такой нежный десерт обязательно понравится как взрослым, так и детям. Список всех продуктов вы сможете найти в описании под этим видео. Начнем с приготовления шоколадного бисквита. В миску вбиваем 4 яйца, добавляем щепотку соли, всыпаем 120 граммов сахара и начинаем взбивать на маленькой скорости миксера и затем постепенно ее увеличиваем до максимальной. Взбиваем до светлого и пышного состояния. Масса должна увеличиться примерно в 5 раз. На это уйдет от 5 до 10 минут. Конечно, время взбивания зависит от мощности вашего миксера. Яйца советую брать комнатной температуры, так они лучше объединятся с сахаром. Такой бисквит готовится быстро и долго ждать не может, поэтому я сразу включила разогреваться духовку до 180 градусов. Вот такая масса у вас должна получиться в итоге. Посмотрите, какая она пышная. У меня на это ушло около 6 минут. Дальше добавляем 2 столовые ложки воды, она обязательно должна быть комнатной температуры, и перемешиваем миксером еще буквально 10 секунд. Благодаря воде бисквит получится нежным и более влажным. Отдельно соединяем 80 граммов муки, 40 граммов какао и пол чайной ложки разрыхлителя. Частями просеиваем яичную массу. И аккуратно перемешиваем уже лопаткой, движениями снизу вверх. Перемешивайте не спеша, но уверенно, чтобы разошлись все комочки, но при этом масса осталась воздушной. Если вы любите классические десерты, рекомендую попробовать мой рецепт торта Прага. Он получается очень нежным и с насыщенным шоколадным вкусом. Ссылку на рецепт оставлю в описании под этим видео. И, конечно, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новое видео. В итоге должно получиться вот такое шоколадное и воздушное тесто. Выпекать бисквит я буду в форме диаметром 20 см. Застилаем пергаментом только дно формы, стенки застилать не обязательно. Выливаем тесто, и чтобы оно хорошо распределилось, немного простукиваю форму. Советую не распределять тесто лопаткой, чтобы оно не осело и сохранило свою воздушность. Отправляю бисквит выпекаться при температуре 180 градусов 20-30 минут. Готовность бисквита обязательно проверяем зубочисткой. Она должна оставаться чистой и сухой. Даем ему немного остыть в форме, затем аккуратно проходимся ножом по краю и достаем бисквит. Аккуратно снимаем пергамент и оставляем на решетке полностью остыть. Теперь приготовим крем. Все ингредиенты обязательно должны быть холодными. Чтобы крем получился более стабильным, 10 грамм желатина замачиваю в 60 граммах воды и оставляю на 10 минут набухнуть. Затем прогреваю его в микроволновке короткими импульсами до вот такого жидкого состояния. И убираю пока в сторону немного остыть. Горячий желатин ни в коем случае нельзя добавлять в крем, иначе он может свернуться и пойти комочками. Пока желатин остывает, берем 300 граммов жирных сливок и взбиваем до пышного состояния. Сразу скажу, чтобы сливки хорошо взбились, они должны быть жирностью не менее 30% и обязательно хорошо охлажденными. Также для взбивания я советую брать более узкую емкость, так они взобьются гораздо быстрее. Как только сливки стали плотными, можно останавливаться. В отдельной миске соединяю 250 граммов сметаны, 150 граммов сгущенки и 30 граммов меда. Все хорошо перемешиваю миксером до однородного состояния. Сметану советую брать пожирнее, от 20% жирности. Теперь пару столовых ложек добавляем в желатин и хорошо перемешиваем. Так как продукты для крема были холодными,
Это нужно сделать для того, чтобы выровнять температуру ингредиентов и чтобы крем не пошел комочками. Затем выливаем желатиновую массу обратно и хорошо перемешиваем, чтобы желатин равномерно распределился. Кстати, у нас появился телеграм-канал с подборкой интересных закусок и праздничных рецептов, которые идеально подойдут к вашему новогоднему столу. Ссылку оставлю в описании. Теперь постепенно вводим взбитые сливки и перемешиваем уже лопаткой. Перемешиваем все аккуратными движениями, чтобы сохранить воздушность крема. В итоге получается такой однородный и воздушный крем. Пока я буду заниматься бисквитом, убираю его в холодильник, чтобы он немного застыл и стал гуще. У меня бисквит уже остыл. Срезаю верхнюю корочку, чтобы тортик получился ровным, и разрезаю его на 3 коржа. Я использую зубчатый нож для хлеба. Сначала делаю насечки по краю, а затем разрезаю в середине, при этом постоянно прокручивая бисквит. Все готово, и теперь можно собирать торт. Нижний корж кладем на подложку, либо на блюдо, на которое планируете подавать торт. Ставим разъемное кольцо, вставляем ацетатную пленку по краям и плотно зажимаем кольцо. Выкладываем половину крема и равномерно его распределяем. Бисквит получается достаточно влажным, поэтому я его ничем не пропитываю. Но если хотите, можно пропитать коржи молоком или сладким сиропом из воды и сахара. Кладем второй корж, слегка его прижимаем. И кладем вторую часть крема. Если у вас нет разъемного кольца и ацетатной пленки, ничего страшного. Торт можно собрать и без них. Просто в таком случае оставьте крем в холодильнике чуть дольше, чтобы он стал более плотным и не растекался. Накрываем третьим коржом и немного его прижимаем. Как видите, сборка торта совсем не сложная. Дальше торт нужно поставить в холодильник на стабилизацию, минимум на 2 часа, а лучше оставить его там на ночь. У меня торт простоял в холодильнике ночь. Снимаю кольцо и аккуратно убираю пленку. Посмотрите, за это время крем схватился и хорошо застыл. По-моему, он получился очень красивым, аппетитным. Можно оставить тортик в таком виде или просто посыпать какао. Здесь уже как вам хочется. Либо можно полить торт шоколадной глазурью. Для этого растапливаем 80 граммов горького шоколада и 40 граммов сливочного масла в микроволновке импульсами по 10-15 секунд и каждый раз хорошо перемешиваем. Должна получиться вот такая гладкая и однородная масса. Пару столовых ложек перекладываю в кондитерский мешок, чтобы сделать узор. Оставшуюся глазурь выливаю на верхний корж и распределяю. Так как торт только из холодильника, глазурь быстро схватывается и ее легко распределить. Затем такими хаотичными движениями делаю узор. Чтобы глазурь хорошо схватилась, можно поставить торт буквально на 10 минут в холодильник. Это один из моих самых любимых тортов. Насыщенный шоколадный вкус и нежнейшая сливочная прослойка, а шоколадная глазурь все отлично дополняет. Как вы уже убедились, готовится он очень просто, и его можно подать на праздничный стол или просто приготовить для домашнего чаепития. Такой нежный десерт оценят как взрослые, так и дети. Поэтому сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Пробуйте приготовить и присылайте свой результат ко мне на почту. Она указана в шапке моего канала.
Также на канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!